Всем любителям культуризма я передаю большой и мускулистый привет. Сегодня мы вспомним про легендарного, абсолютно уникального и даже культового американского атлета из мира золотой эры бодибилдинга. С момента его последнего выступления и до сегодняшнего дня прошло уже почти 4 десятилетия, но он до сих пор почитаем многими фанатами бодибилдинга и смог бы составить серьезную конкуренцию современным топовым бодибилдерам. Это Том Платц по прозвищу Золотой Орел. Он больше всего запомнился по своим феноменально развитым бедрам. Они были просто громадные и секлись у него так, как не секлись ни у кого, при этом поражая своими размерами. При росте 173 сантиметра объем бедер у него был 77 сантиметров. И в те времена это было за пределами восприятия. Вообще по ногам у Платца не было конкурентов. Впоследствии за это его прозвали Квадробатя. Однажды в возрасте 10 лет Том посмотрел фильм «Не гони волну» с бодибилдером Дэйвом Дрейпером и взял в руки свой первый в жизни качковский журнал. Позже его кумирами стали Арнольд Шварценеггер и Франко Коломбо. Он очень сильно хотел быть как они, и это определило его будущее. Для меня Арнольд — это не просто его имя. Для меня Арнольд и есть бодибилдинг. Именно он открыл эти двери для нас. Арнольд и Фрэнк были первыми настоящими профессиональными бодибилдерами. Отец Тома, видя его большое желание тренироваться, купил ему штангу с гантелями и вдобавок приобрел тренировочный курс от Джо Вейдера. И с того момента Платц заболел бодибилдингом всерьез. В 1973 году, в возрасте 18 лет, Том впервые принял участие в конкурсе «Мистер Адонис» и занял там второе место, но при этом получил приз за лучшие руки, грудь и ноги. В том же году Том одержал свою первую победу на турнире «Мистер Айронмен». После ряда побед на подобных турнирчиках он добрался до конкурса «Мистер Америка», но там ему не везло. 2 раза подряд он проигрывал и после этого приуныл. Но бросать это занятие даже и не думал. Том был не просто фанатиком бодибилдинга. По его словам, бодибилдинг для него означал то же, что и Бог для церкви, а тренировка была как обязательная молитва для монаха. Ты ждешь конца тренировки? Никогда этого не ждал. Мы всегда возвращаемся домой. Любому человеку иногда нужно покидать дом, но потом он снова возвращается. Через год Том решает переехать из своего родного штата Оклахомы в столицу американского бодибилдинга Калифорнию, обосновавшись в Санта-Монике, устроившись на работу к частному доктору, где ему нужно было просто выдавать полотенца для пляжа, а заработанных денег с лихвой хватало на еду. После работы окрыленный Том стал ходить в знаменитый зал Gold's Gym. Там он и прославился интенсивностью своих тренировок до изнеможения. К примеру, ноги у него росли настолько хорошо, что он стал их качать только 1 раз в неделю, но эти тренировки были очень насыщенными. Он удивлял тем, что при весе около 100 кг приседал со штангой весом 286 кг на 15 раз. И еще за один подход он приседал 52 раза со штангой весом 158 кг. Сам Том говорил, что он всегда приседал до отказа ног, в прямом смысле. После тренировки он даже не мог нормально ходить. В 1978 году Платц снова принял участие на «Мистере Америка» и занял уже привычное для него 2-е место. Но неожиданно сразу после этого начался еще один квалификационный конкурс, который проводила федерация IFBB. Судьи там были другие, и они поставили Тома на 1-е место. Он получил путевку на «Мистер Вселенная». Там он тоже побеждает и завоевывает карту профи. В 1979 году Платц дебютирует на первом профессиональном турнире своей мечты – «Мистер Олимпия».
Но он там не особо преуспел, заняв 8-е место из 10 участников. На следующий год он смог отобраться и принять участие на Олимпии 1980 года, в которой участвовал сам Арнольд Шварценеггер после 5-летнего перерыва. Есть даже кадры, как в закулисье Том позирует перед зеркалом вместе с Самиром Бану. Плац тогда был в отличной форме, стоило ему напрячь грудь, как она становилась полосатой. Тому не удалось тогда войти в 7 финалистов, он стал 9-м, обойдя при этом Кейси Вайятера, Самира Бану и Эда Корни. С сегодняшнего дня тренироваться придется еще больше. Депрессия ли у меня? Да, пойду заливаться пивом прямо сейчас. Затем настал 1981 год. По словам Тома, Олимпия в том году была для него особенной. У него в то время были большие трудности в личной жизни, и всю свою злобу он выплескивал в зале, проводя очень хардкорные тренировки. По мнению многих, именно Плац на той Олимпии больше всех был достоин победы. На сцене он выглядел как твердый исчерченный камень. Его бедра поражали всех своей наполненностью. При этом и остальные группы мышц были очень хороши. Но победить Тому тогда было не судьба. Все дело в том, что организатором той Олимпии был Арнольд Шварценеггер. И он, благодаря своему большому влиянию на судей, сделал так, чтобы победил тогда его близкий друг Франко Коломбо. Франко на том турнире было 40 лет, и он был достаточно массивным, но после тяжелой травмы ноги не выступал до этого 5 лет. Мышцы левой ноги у него были меньше, чем на правой, и это бросалось в глаза. Еще у Коломбо на груди выпирала большая гинекомастия. Когда его объявили победителем, то в зрительском зале поднялся большой гул. Все были против такого наглого и необъективного судейства. Но сам Плац не жалел об этом. По его словам, он не успел тогда сойти с подиума, как его буквально завалили предложениями выступить с гостевым позированием. И каждые выходные он постоянно где-то выступал, получая по 5-6 тысяч долларов за один раз. В следующем году на Мистере Олимпия 1982 года Плац сдал позиции и опустился на 6-е место. Но это случилось не потому, что форма у него стала хуже, а из-за того, что уровень той Олимпии был намного выше, чем в прошлом году. Победил тогда низкорослый Крис Дикерсон. Также очень хорошую форму имели Альберт Беклс и Самир Бану. Еще на сцену после бойкота вернулись Фрэнк Зейн и Кейси Вайятер. Но Том не отчаивался и надеялся на светлое будущее. Ведь он тогда был еще совсем молодым, ему было всего 27 лет. Но все его надежды и мечты были, к сожалению, перечеркнуты из-за травмы бицепса, которую он получил в 1983 году. Он оторвал себе весь наружный пучок на правой руке. Со временем травма зажила, но диспропорция так и осталась. Она была очень заметна при позе двойной бицепс спереди. Эта поза считается одной из главных в бодибилдинге, и шансов победить у него уже не было. При этом он как-то смог стать 9-м на Олимпии 1984 года и был даже 7-м в 1985 году. Но всем было очевидно, что с таким покореженным бицепсом никаких перспектив у Плаца уже нет. Он тоже все это прекрасно понимал и в 1986 году принял участие на своей последней прощальной Олимпии. Тот турнир он вспоминает с особым удовольствием. То, что я получил от фанатов в тот вечер, говорит Том,
Эти волшебные минуты я не применяю ни на какие деньги. Я 25 лет бомбил в зале ради этого вечера. За кулисами мы обменялись взглядами с Арнольдом, и он и я знали, что это была вершина моей карьеры. К сожалению, Том Плац так ни разу и не стал мистером Олимпия. Это произошло не только из-за травмы. Он как бы опережал свою эпоху, нарушая пропорции тела того времени. У него были слишком сильно развиты ноги по сравнению с верхом тела, а в то время это было не принято. Самым последним профтурниром у Плаца стал конкурс Детройт Про, на котором он занял 6-е место. А почему Детройт? А потому что там все начиналось. Там и должно было все закончиться, говорил Том. По завершении карьеры он даже пытался сниматься в эпизодических ролях в разных боевиках, но большой кинозвездой стать у него так и не получилось. Сейчас Тому Плацу уже 67 лет. Он прекрасно себя чувствует и до сих пор с большим энтузиазмом активно тренируется, поддерживая себя в очень хорошей форме. Он основал собственный бизнес и приобрел фитнес-центр благодаря своему громкому имени и высококвалифицированному тренерскому составу. Его заведение пользуется большой популярностью. В свободное время Том очень любит посещать свой же спортивный зал вместе со своей женой и занимается с ней.